«Начало мудрости – страх Господень», – сказал когда-то псалмопевец Давид. Другими словами, если, размышляя о смысле жизни, о бытии, человек вдруг начинает осознавать, что есть некий высший разум, который за всем этим стоит, это названо в Библии началом мудрости. Все чаще мы сталкиваемся с таким выражением, как «жизненный кризис». В моей жизни наступил кризис. Часто можно услышать на работе, в семье или на улице. Кризис в переводе с греческого означает принятие решения. Выбор. Жизненный кризис, будь то личная трагедия, потеря близкого человека или столкновение с актом несправедливости, побуждает к пересмотру привычных понятий и представлений, к обращению за смыслом своей жизни. Люди задают себе вопрос: зачем я живу на этом свете? В чем смысл и предназначение моей жизни? Давайте попробуем представить, что изначально в мире, который нас окружает, ничего не было. Ничего. И посредине этого ничего вдруг оказалось бы некое вещество, скажем, земля, почва. Сразу и вполне закономерно возникает вопрос: зачем здесь земля? Для чего она нужна? Наверное, чтобы на ней что-то росло. Скажем, трава. Логично. А трава для чего? Чтобы паслись животные. И так далее. В своей логической последовательности мы доходим до человека. Зачем, для чего нужен человек мыслящий, чувствующий, обладающий самосознанием, то есть личностью? Таким образом мы приходим к вопросу: в чем, собственно, смысл и предназначение мыслящих существ вроде нас с вами? Секулярный гуманизм объясняет это так. Человек – это высшая форма развития материи. Люди сами определяют свое предназначение. Нет никакого высшего интеллекта, а значит, нет никакого Бога. И если нет никакого Бога, нет высшего разума, нет никаких критериев, определяющих мораль и нравственность, если окружающий мир – это все, что существует на свете, тогда смерть торжествует свою окончательную победу. Смерть – это конец всякого человеческого бытия. Как написал один неизвестный автор: «Есть и спать, рожденный этот свет, не забудь помыть свою посуду, застелить кровать и брысь отсюда. Тут ни смысла, ни призвания нет». Так кто же я и почему я здесь? В чем смысл и предназначение моей жизни? Забвение и небытие? Но если так, то зачем мне стараться в перерыве между двумя небытиями получать хорошие оценки в школе? Зачем всеми силами бороться за свое здоровье? Все равно ведь все умрем. Кто-то раньше, кто-то позднее. Зачем вообще к чему-то стремиться? Но где-то в глубине нашего сознания некий внутренний голос, как веяние тихого ветра, подсказывает: а может быть, не все так уж безнадежно и трагично? А что если помимо нашего конечного жизненного пространства, вне его, есть еще кто-то, кто обладает высшим интеллектом? Этот высший разум представился человечеству как Бог. Просто понятно, доступно. Даже младенец может произнести его имя. А что если этот Бог держит под контролем все, что происходит во Вселенной, в том числе и мою жизнь? Как написано в книге «Бытие». «И вот я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь. Я не оставлю тебя». Кто-то скажет: что значит, а что если есть некий разум во Вселенной?
Нельзя же делать вывод относительно существования чего-то или кого-то на том лишь основании, что нам этого очень хочется или очень не хватает. Не принимаем ли мы желаемое за действительное? Можем ли мы, смертные люди, конечный продукт мироздания, как утверждают некоторые мыслители, увидеть этого Бога? Или, по крайней мере, следы Его присутствия? Пророк Иеремия когда-то написал: «Он сотворил землю силою Своею, утвердил вселенную мудростью Своею и разумом Своим распростер небеса». Другими словами, следы Создателя нужно искать в Его творении. В самых разных местах нашего мироздания люди могут увидеть следы великого мастера. В неповторимо красивых пурпурных закатах, венчающих день. В морозной зиме и снежных вершинах. Все эти удивительные пейзажи наводят на мысль о великом дизайнере, о невидимом мастере, который сотворил все это. В каждом раскрывающемся цветке, в каждом семени можно увидеть следы Творца. Однажды ученые попытались воспроизвести семя пшеницы. Они взяли семя, исследовали его состав и воспроизвели точную копию. Затем посадили оба зерна в почву. Взошло только настоящее семя. Человек не способен дать жизнь даже семени. В нем заложены некая сила и энергия, неведомая человеку. Восхищаясь окружающим его миром, царь Давид однажды воскликнул: «Велики дела Твои, Господи, глубоки помышления Твои». Кто-то может сказать: но как можно верить в Бога, которого не знаешь? И могу ли я, простой смертный, знать, каков Он, Бог? В Библии написано: «Сблизься же с Ним, и будешь спокоен». Нам предлагается не просто познакомиться с Богом издали, но сблизиться с Ним. Более того, когда мы узнаем Его, нам обещан покой. Пророк Исаия однажды сказал: «Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их». Знакомство с Богом Исаия предлагает начать с изучения астрономии. На протяжении столетий люди изумлялись тайнами неба, задумываясь над тем, какие секреты скрывает космос. В средние века церковь пыталась запретить людям рассматривать Вселенную в телескоп. Церковь опасалась, что, изучая небо слишком близко, люди смогут обнаружить нечто такое, что поколеблет их веру в Бога. Однако по мере того, как человек изобретал все новые и новые средства исследования неба, его вера в Бога еще более укреплялась, ибо написано: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь». Ночь ночи открывает знания, нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. Интересно, что до того, как был изобретен телескоп, люди сосчитали звезды, видимые невооруженным глазом, и пришли к заключению, что их ровно 5119, и не больше. Но Библия в течение многих веков утверждала неисчислимо небесное воинство. Сегодня, направляя в небо гигантские телескопы, мы обнаруживаем, что множество мельчайших светящихся точек, мерцающих на ночном небе, являются на самом деле даже не звездами, но целыми островами галактик, состоящих из миллионов ослепительных солнц с бесчисленными планетами, вращающимися вокруг них.
Глядя на Млечный Путь на звездном небе, вы видите лишь часть звездной системы, имеющей форму блюдца. Млечный Путь – это видимая часть нашей галактики. Астроном Фриц Кон утверждает, наша галактика Млечный Путь представляет собой спираль из 200 миллиардов звезд, сообщество солнц, вращающееся в космосе подобно гигантскому колесу. А ведь за пределами нашего Млечного Пути, выше, ниже, вокруг нас простираются миллионы других звездных систем, других галактик. При помощи огромного рефлектора Хейла на горе Паламар ученые обнаружили, что только в чаше Большой Медведицы можно увидеть около миллиона галактик. Недавно один астроном заметил, что если сосчитать все песчинки на всех побережьях мира, то число песчинок будет приблизительно равняться числу звезд на небе. Неудивительно, что пророк Иов однажды воскликнул: «Посмотри вверх на звезды, как они высоко». Человеческий ум не в силах осмыслить бесчисленные миры, неизмеримую Вселенную и наисложнейший замысел, видимый повсюду в мироздании. И все же эта невероятно сложная Вселенная функционирует подобно точнейшим, хорошо отлаженным часам. Апостол Павел говорит о той силе, которая поддерживает этот удивительный часовой механизм в действии. Он есть прежде всего, и все им стоит. Доктор Эдвин Фрост, директор Йоркской обсерватории, писал: «Нет никаких признаков того, что Вселенная действует автоматически, или что она в себе самой имеет силу вырабатывать законы, которые затем управляют ею. Это просто невозможно в таком объеме. Вселенная – это не случайное объединение каких-то тел, движущихся без системы или порядка. Это проявление всемогущества какого-то разума». Изучаем ли мы мельчайшие атомы или гигантские галактики, всюду мы обнаруживаем невероятный замысел и порядок некоего верховного разума, Создателя Вселенной. Все творение свидетельствует о нем. Первое предложение Библии со всей ясностью указывает на него. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Далее Библия повествует, каким образом Он их сотворил. «Словом Господа сотворены небеса, ибо Он сказал, и сделалось. Он повелел, и явилось». Свою неограниченную энергию Бог превратил в вещество. Восхищаясь творческой силой Бога, Давид воскликнул: «Когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, то что есть человек, что Ты помнишь его?» Вы когда-нибудь задавались вопросом, волнует ли Бога, управляющего такой огромной Вселенной, проблемы человека, живущего где-то на краю этой Вселенной? Христос однажды сказал, что ни одна малая птица не упадет на землю без ведома Бога. Затем Он добавил: «Не бойтесь, вы же лучше многих малых птиц». Подчеркивая Божью заботу о человеке, Он сказал: «У вас же и волосы на голове сочтены». Кроме того, что Создатель сотворил человека и прекрасный мир, в котором бы тот мог жить, Он также позаботился обо всем, что нужно этому миру для благополучного существования. Он поместил в небе великий источник энергии – Солнце. Если бы Солнце было чуть большего размера или находилось на чуть меньшем расстоянии от Земли, на нашей планете выкипели бы все океаны. Если бы оно было чуть меньше или находилось чуть дальше от Земли, вымерзла бы атмосфера, и тогда жизнь на Земле прекратилась бы. Бог не только сотворил все живое,
Он поддерживает жизнь в своем творении. Бог знал, какой состав воздуха необходим для дыхания и поддержания жизни на Земле. Совсем незначительные изменения в атмосфере приведут к колоссальным природным катаклизмам, что мы, к сожалению, и наблюдаем из-за небрежного отношения к окружающей среде со стороны человека. Чудеса мира природы бесконечны. Бесконечная забота Создателя о своем творении. Подумайте о миграции птиц, одной из величайших загадок природы. Как может птица преодолевать расстояние в тысячи километров к месту, которого она никогда прежде не видела? Как может рыба находить место своего нерестилища, проплывая более 2000 километров в океане, где нет никаких дорожных указателей? Как они научились куда и, главное, когда двигаться? Кто научил пчелу строить соты? Этот удивительный инженерный шедевр, имея при этом мозг размером с булавочную головку. Чей разум стоит за всем этим? Иов говорит нам о нем. «Спроси у скота, и научит тебя, у птицы небесной, и возвестит тебе, и скажут тебе рыбы морские, рука Господа сотворила сие». Бог не только сотворил все сие, Он знает о всех наших нуждах и может удовлетворить все наши потребности. Нет проблемы слишком маленькой для Бога, сотворившего мельчайшие атомы. Нет и слишком большой проблемы для того, кто удерживает в движении бесчисленные миры. Но самое главное, Его любовь к своему творению вечна. «Любовью вечную я возлюбил тебя, и ничто в целом мире не может отлучить нас от этой любви». Вот как апостол Павел написал об этом. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей». Бог объясняет человеку свою любовь простым и понятным языком. Он задает вопрос: забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя.